Привет, дорогие друзья, я Хуман, и сегодня вы у меня в гостях. Приготовим с вами вкусную рыбку. Мне понадобится 2 набора ингредиентов. 1 для маринования рыбы, 2 для фарширования. Для маринада нам понадобится оливковое масло, лимонный сок и цедра лимона, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки белого винного уксуса, немного заваренного шафрана, 2 столовые ложки лукового порошка, если нет лукового сока, соль и черный перец. Для фарширования рыбы нам понадобится 5 зубчиков чеснока, 150 грамм грецких орехов, гранатовая паста 100 грамм, лимонный сок и цедра, растительное масло, сливочное масло 50-70 грамм, мята, куркума, зерна граната, сколько хотите. Мне попалась рыба, которая не поместилась на противень из духовки, поэтому я отрезал голову и хвост. Это пойдет на уху. Сначала замариную рыбу. Измельчаем чеснок. Цедра лимона передаст изумительный аромат. Добавим 2 столовых ложки оливкового масла. Сок половинка лимона. Винный уксус. Лимонный сок в сочетании с белым винным уксусом дает очень классный вкус. У уксуса острая кислота. 1 чайная ложка морской соли. Шафран. Как его использовать, посмотрите по ссылке под видео. Не забудьте луковый порошок. Добавим черного перца. Все смешаем. Противень я застелил разрезанным рукавом для запекания. Рыбу нужно хорошенько обмазать маринадом и внутри, и снаружи. Заворачиваем и оставляем мариноваться на 1, а лучше на 2 часа в холодильник. Пока рыба маринуется, сделаем для нее начинку. Грецкие орехи нужно смолоть. Немного я оставил и измельчил ножом. Молотые орехи лучше наполнят рыбу вкусом, а измельченные ножом будет приятно ощущаться во рту. Чеснок порежем кружочками. Сначала отправляем в сковородку немного сливочное масло и добавим к нему растительное масло, чтобы сливочное не горело. Добавим чеснок в сковородку и уменьшим огонь, чтобы потихоньку жарилось. Куркума пол чайной ложки. Черный перец. Мята сушеная возьмем 3 или 4 столовых ложки.
Немного помешаем. Теперь молотые грецкие орехи. Через минутку добавим крупнее измельченные и гранатовую пасту. Без седра лимона, конечно, не обойтись. Мешаем, пока не начнет загустевать. Выключаем огонь и добавляем зерна граната. Это невероятно вкусный соус. С ним можно запекать любую рыбу и птицу. Лосось замариновался. С поверхности рыбы маринад лучше стереть, чтобы чеснок, который в нем есть, не горел. Выкладываем на противень, на рукав для запекания и заполняем частью нашего вкуснейшего соуса. Часть оставим для сервировки. Я сделал по 4 разреза с каждой стороны лосося и поместил в них только лимона. Чтобы наш соус паста не выпадала, крепил брюшко заранее замоченными зубочистками. Зубочистки надо подержать в воде, чтобы не горели в духовке. Все, отправляем рыбу в заранее прогретую до 150 градусов духовку. Запекаем 25-30 минут. Смотрите по рыбе, не передержите, а то будет сухой. Спасибо вам за комментарии, лайки и за то, что делитесь нашими видео с друзьями. Этим вы очень помогаете нам в продвижении канала. И благодаря этому мы можем продолжать делиться с вами рецептами. На гарнир я приготовлю сабзи-поло, рис с зеленью. Поставим греть воду для риса. Добавим туда пару столовых ложек растительного масла и соль. Закроем крышкой, пусть закипит. В кипящую воду отправляем заранее замоченный и промытый рис. Я возьму 4 стакана. Пока варится, порежу пучок петрушки. И в 2 раза больше укропа. Смешаем. Не забывайте убирать с риса пену. Это улучшит его вкус и аромат. За пару минут до готовности риса высыпаем в кастрюлю зелень. Перемешиваем хорошо и выливаем все в друшлаг, чтобы стекла лишняя вода. На дно кастрюли льем немного масла, шафрана, посолим, поперчим, добавим немного воды. Когда раскалится, выкладываем рис. Рис на дне превратится в хрустящую корочку. Ранее его называют тадик. Дословно переводится дно кастрюли. Если не хотите корочку из риса, выложите дно кружочками картофеля или лавашом. В этот рис нужно добавить еще 2 травы. Это таре и трава пажитника. И здесь не продается, но у меня есть сушеная. Вы можете заменить таре зеленой частью лука-порея. А пажитник я купил семена и вырастил. Между слоями риса добавляю сушеные травы и чеснок. Заполняем так кастрюлю и сверху выкладываем кусочки сливочного масла. Нужно сделать до дна несколько дырочек.
Закрываем крышку. Когда начнет пар подниматься вверх, крышку снимаем, укутываем в полотенце, чтобы рис был рассыпчатый. И снова закрываем. Покажу, как проверить готовность риса. Смочить палец и капелькой прикоснуться к кастрюле. Если она зашипела, готова. Посмотрите, получился классный рассыпчатый рис. Перевернул кастрюлю, а вот этот тадик. Все иранцы его любят. Хрустяшка.